Сейчас уже 2020, ой, 35-й год, я застрял в тех временах. Хоть и каних по-русски. Хоть, блин, сегодня могу я сказать, что мы в Германии так и остались. А нам говорили домой, домой. Мы даже в той же квартире живем. Это был привет от меня, пенсионера из будущего. Но сейчас у нас все еще 2025 год. В этом видео мы решили затронуть очень важную для украинских пенсионеров тему: можно ли приехать в Германию. Самые незащищенные люди в Украине — это сейчас пенсионеры, которые потеряли жилье и которые не имеют достаточно пенсии, чтобы снять себе квартиры и прожить вообще как-то. Поэтому мы решили записать это видео, которое, может быть, им поможет приехать в Германию. Они, как пишут нам в комментариях, очень боятся этого. Самые часто задаваемые вопросы мы для себя выписали, и это такие вопросы. Ну, во-первых, принимают ли все еще в Германии украинских пенсионеров, какие документы нужны, куда ехать, какие трудности, можно ли миновать лагерь, все спрашивают. Очень важный вопрос. Будут ли лечить, тоже спрашивают, потому что здоровье у пожилых людей в основном уже шаткое. Сколько платят пособия, вычитают ли украинскую пенсию, как лучше оформиться с детьми, без детей. И напоследок мы еще дополним свой рассказ. Есть ли у украинских пенсионеров по окончании 24 параграфа возможность остаться в Германии? Сейчас мы с Ладой едем в Ульм, потому что на дворе лето, а у нас нету летней одежды. Нельзя же 10 лет ходить в одной и той же летней футболке. Настало лето, здесь наконец-то, но нет ответа, как жить. Скажу по секрету, ты не заметил, как быстро эти проходят дни. Собирай рюкзак, лето гутен таг, кончились дожди. Ты себе не враг, хорошо и так, лучшего не жди. Улетай в лето, как есть, счастье не где-то, оно здесь, солнцем согрето. Мечта, бери 2 билета, улетай. Хотим обрадовать всех, кто хочет приехать в Германию. До сих пор возможна эта функция. Любой украинец, не только пенсионер, который на момент 24 февраля 2022 года находился в Украине, имеет право приехать в Германию и получить здесь временную защиту по параграфу 24. Настало лето, я просто не могу надышаться. Такие запахи здесь вообще, вот именно летние такие вот. И запахи цветов, запахи свежего воздуха, а потом воды, вот даже рыба какая-то пахнет, кофе, мясо. В общем, просто от одних запахов можно улететь куда-то. Второй пункт. Какие документы нужно с собой взять для того, чтобы приехать из Украины в Германию? По идее, вы можете приехать в Германию даже с внутренним украинским паспортом. Вот просто, если у вас ничего больше нету, скажем, вы все потеряли, остался только внутренний паспорт, вы можете с ним приехать, и вас здесь оформят, но будет волокита. Это будет очень сложно, никому не рекомендуем. Если есть возможность получить заграничный, да, сделайте паспорт. все, чтобы его получить. Основной документ, с которым нужно ехать, это загранпаспорт украинский. С ним вы очень легко пересечете границу в Польше или в Венгрии. Вам поставят штамп, что вы выехали из Украины и въехали в Евросоюз. И опять же, на основании этого документа вам оформят все дальнейшие документы здесь, в Германии.
Но лучше с собой прихватить еще некоторые документы. Например, пенсионное удостоверение. Мы сейчас рассказываем для пенсионеров конкретно. Свидетельство о рождении, особенно если вас кто-то сопровождает, лучше взять свидетельство о рождении, чтобы подтвердить родство с сопровождающим человеком. Еще можно взять медицинские документы, поскольку пожилые люди обычно имеют массу проблем со здоровьем, то лучше бы с собой прихватить все заключения врачей, которые вам были сделаны раньше в Украине, и лучше бы все эти документы перевести заранее, если у вас есть возможность. Когда люди едут от войны, знаешь, и у них нет вообще понимания Времени, да. вообще и времени, и в таком состоянии вряд ли кто-то будет переводить, но лучше, если это будет. Да, это лучше, но не критично. большинство людей приезжают без всяких переводов и делает их уже здесь, поэтому об этом можно не беспокоиться. Вот живут же люди прямо здесь, да? В такой красоте. Сказочный городок, просто я обожаю. Хотя, ты знаешь, хотя может быть сыровато здесь жить, наверное, да, возле реки. А вот мы подходим к одному из самых известных зданий и самых старых зданий здесь. Дом рыбака, в котором находится отель. Вы только себе представьте, этот дом был построен в 1443 году. 582 года назад. Очень давно просто. Он очень считается самый кривой отель в мире. давно. Он записан в книге рекордов Гиннесса как самый кривой отель в мире. Но если вы хотите, например, заночевать в этом отеле, то вам придется выложить за одноместный номер минимум 135 евро за ночь. Это... А за двухместный 160 или 170, там разные категории. Да, это очень дорого, это очень дорого. Да еще спать под наклоном, наверное. Ну, хотя там может быть и ровные полы внутри, но, честно Я говоря, бы не рискнула. меня не очень привлекает такая перспектива здесь ночевать. Окошки маленькие, вряд ли там очень удобно. Но вот походить снаружи, посмотреть на реку, которая называется Бляу. Это речушка, она называется Бляу, а дальше там течет Дунай. Да. Совсем рядом, через 100 метров отсюда. Самый простой, можно сказать, самый официальный путь – это через первичные лагеря. По всей Германии существует сеть первичных лагерей во всех землях. Это лагеря, в которые принимают всех желающих даже среди ночи. Там всегда есть какие-то дежурные, они вас поселят, они примут, потом днем рассмотрят ваши документы. И в этих лагерях обычно людей недолго держат, если так можно сказать. То есть люди там недолго находятся, их там оформляют и потом направляют в постоянные лагеря, где есть места. Куда направят из первичного лагеря, этого никто не знает, просто это как бы система так работает, она смотрит, где есть свободные места и туда направляют беженцев. И здесь уже как бы лотерея. Но есть и другие способы приехать. Эти способы завязаны все на знакомых или родственниках. То есть если у вас в Германии есть кто-то, кто может о вас побеспокоиться, какие-нибудь хорошие, добрые знакомые, или же родственники, что еще лучше, которые могут приютить или, по крайней мере, договориться за жилье для вас сразу, это лучше всего. Самое сложное – это жить в лагере, а тем более людям, пенсионерам, которые больные, которым надо в туалет, ну, часто, извините за подробности, которые любят тишину, то есть лагерь – это всегда шум, это неудобство, поэтому многие нас спрашивают, прям пишут, как можно избежать этого лагеря, вот просто нас забрасывают такими вопросами. Вот, и это очень важный вопрос, на самом деле можно. Но без посторонней помощи это практически невозможно. Должен быть кто-то в Германии, кто за вас побеспокоится. У нас даже есть один пример, когда нам написала женщина из Украины. Она вместе со своим мужем на своей машине, они решили приехать в Германию. И они нашли каких-то волонтеров, которые заранее для них
договорились с хозяином дома в одном из городков немецких, здесь в земле Баден-Вюртемберг, о том, что он их примет и потом оформит, и джоб-центр будет за них платить. И она у меня уточняла такие вопросы, почему эти люди соглашаются заранее, почему они хотят взять украинских беженцев, хотя нас никогда не видели. Ну и я им объяснял, что, скорее всего, люди имеют жилплощадь, которую они хотят сдать, а в их городке, видимо, не находится квартирантов желающих, да, вот. И жителям из Украины, которые на джоб-центре, очень выгодно сейчас сдавать жилье, потому что джоб-центр платит по максимуму. Если вы приехали и заплатили за квартиру сразу, сами, то джоб-центр вам, скорее всего, не вернет эти деньги. Вы должны понимать, что если вы хотите жить без лагеря, допустим, платите за жилье первый месяц, а дальше уже вам будут оплачивать. То есть вы должны иметь деньги на первый, второй месяц за оплату жилья, вот так вот. Даже не знаешь, куда идти, везде так интересно. Мы с Ладой вышли на набережную Дуная, посмотрите. Здесь уже ресторанчики прямо на улице. Здесь пахнет травкой, недавно покосили. Водой пахнет, так приятно, красиво. Велодорожка, туристы, солнце светит. Следующий пункт повествования наш — это о трудностях, которые ждут украинских пенсионеров, когда они приедут в Германию. Пенсионеры – это люди уже старшего возраста, и обычно у людей постарше есть проблемы со здоровьем, поэтому им труднее всего. Самое трудное – это, конечно же, переезд. Все эти пересечения границы, там очередя, ожидания на таможнях, все это очень сложно вынести. Потом приезд в незнакомое место, заселение, опять же, вечное ожидание. Невозможность, когда нужно сходить в туалет, например. Это сложно, но все это можно пережить, если к этому психологически подготовиться и решить, что вы со всем этим справитесь. Важно понимать, что если у вас есть какие-то хронические болезни, то вы должны запастись медикаментами, если вы принимаете регулярно какие-то таблетки, на месяц минимум, а то и больше. Потому что пока вы пройдете все эти регистрации в Германии, пока вам выдадут медицинскую страховку в Германии, пройдет минимум месяц. Бывает, конечно, быстрее, но лучше рассчитывать на более длительный период. И чтобы вы этот период могли самостоятельно пройти без медицинской помощи со стороны Германии. Конечно же, если случится какое-то непредвиденное обстоятельство, например, приступ какой-либо, ну, что-нибудь экстренное, то вам помогут, и даже если вы не будете еще иметь медицинской страховки в Германии. Просто приедет скорая помощь, отвезет, они все сделают, а потом будут разбираться. Потом задним числом выставят счет в медицинскую страховку, когда вы уже будете оформлены. Поэтому бояться не стоит, все здесь работает четко, но нужно быть готовым, потому что какой-то период будет сложно. Вы получите здесь временное убежище, вам оформят медицинскую страховку, вам назначат пособие от Социаламт, то есть от социальной службы, не от джоб-центра. На джоб-центре стоят на пособии люди рабочего возраста, им платят деньги как безработным, а пенсионерам платят деньги Социаламт. Если вы приедете самостоятельно в Германию, то вы можете обратиться в Ausländerbehörde при Ратхаусе. Так, сейчас перевожу на русский. То есть в миграционную службу при мэрии. Это если у вас в лагере нету социального работника, который помогает. А обычно в лагерях есть социальные работники, и они вам все расскажут, куда обращаться. Иногда они даже сами подают за вас документы, заполняют все. Поэтому можно рассчитывать на помощь социальных работников. Хотя, я вам скажу, в каждом индивидуальном случае все по-разному. В каждой земле все по-разному, в каждом городе может быть по-разному. В основном все происходит нормально. Плюс-минус может быть затянутый процесс, и все.
Нам очень помогли социальные работники. У нас была русскоязычная девушка, она нам практически за нас все заполняла, подсказала, как лучше. Все это, то, что мы сейчас вам рассказываем, она нам сама все рассказала. Что маму надо оформить отдельно. Даже молодым людям и трудоспособным людям сначала очень трудно разобраться здесь в силу того, что непонятный язык. Ну и непривычные для нас учреждения. Здесь все иначе немножко, другие законы. Здесь очень четко с регистрацией жилья. Если у нас в Украине, например, ты должен быть зарегистрирован, но это так, можешь жить годами не зарегистрированный, то в Германии так нельзя. На регистрации строится все дальнейшее оформление документов. Пребывание В Германии. всё, Если у тебя законность. нету места регистрации, то ты не можешь оформить даже ни страховку, ни банковскую карту, ни пособие, ничего не можешь без регистрации. Поэтому первый вопрос, который здесь нужно решить, это проживание, где вы будете жить. И лагеря в этом очень сильно помогают, потому что они вам дают свой адрес, и вы прописаны как бы по этому адресу, и дальнейшее регистрирование происходит именно по адресу лагеря. Переезжая на новое жилье, вы просто меняете адрес проживания, сообщаете всем инстанциям, что вы переехали, и все. Теперь давайте выясним, сколько же немецкое государство дает пособия украинским пенсионерам здесь. Но для начала давайте определимся с возрастом пенсионным. Дело в том, что в Украине пенсионером можно быть и в 60 лет, если ты работал, скажем, на вредном производстве, какие-то особые условия. А в Германии на пенсию выходят с 67 лет. И эта разница сбивает с толку. Если человек после 60, но уже пенсионер в Украине, приедет в Германию, должен ли он здесь становиться на джоб-центр и будут ли его посылать на работу? По идее, это возможно, особенно если человек уже в 60 лет пенсионер, то его могут послать не в социальную службу на учет становиться, а в джоб-центр, чтобы он еще поработал какое-то время в Германии. Но это не обязательно, его не будут выпихивать на работу, ему просто будет выплачивать пособие джоб-центр. Ну и, возможно, будут предлагать какие-то варианты. Хотя настойчивости они не проявляют с пожилыми людьми. Остальным людям, которые старше 67 лет, вообще таких проблем не предвидится. Они сразу регистрируются в социальной службе, и социальная служба выплачивает одинокому пенсионеру 563 евро в месяц. Если это семейная пара пенсионеров, то тогда сумма немножко меньше на каждого. В общем, это получается 1012 евро на двоих. Это вот только на еду и вещи. Сюда не входит квартира, страховка. Да, для этого существуют дополнительные выплаты. Например, за квартиру вам будут платить отдельно, и квартиру нужно найти в пределах каких-то нормативов. Но, например, в нашей земле это около 600 евро варммитте. То есть это вместе с коммунальными 600 евро за квартиру, тогда социальная служба соглашается оплачивать такое жилье. Если выше, например, то они уже говорят, ищите дешевле. Еще важный вопрос, что нам порекомендовала наша социальная работник, то, что мы должны оформиться отдельно. То есть пенсионерам желательно оформляться отдельно от детей. Допустим, вы не поняли, оформились все вместе. Сначала это все как бы нормально, за вас все платят, за детей платят, за вас платят, вам дают пособие. Но когда дети идут самостоятельно работать, и весь доход, который зарабатывают дети, делится на всех. То есть если вы оформляетесь отдельно, вы считаетесь отдельной семьей, не можете вы заработать, вам дают помощь. То есть, а вы как пенсионер заработать, естественно, не можете, поэтому все социальные как бы вещи вы получаете. То есть, если коротко, то оформляться лучше отдельно. Сейчас мы уже плавно подобрались к центральной площади Ульма. Здесь была какая-то ярмарка, и ее уже демонтируют. Машины приезжают, забирают палатки, уезжают. Это самая центральная площадь с огромным Мюнстром. Мюнстр — это собор. Самый высокий в мире собор. Мы на нем уже однажды были с Ладой. Оттуда красиво,
далеко видно. Переходите на наше видео про то, как мы поднимались на башню. Сейчас мы хотим продолжить про украинских беженцев-пенсионеров. Мы уже сказали, сколько вам будут платить. Это будет на одного человека 563 евро в месяц. Но вас спросят, сколько пенсий вы получаете в Украине. И мы рекомендуем честно ответить на этот вопрос, потому что если вы скроете или уменьшите свою пенсию, то впоследствии они могут узнать, и это будет очень неприятно. Они на вас кричать не будут, они просто заставят вас выплатить все, плюс выплатить штраф. Смотрите, как это работает. Если, например, у вас пенсия, которая пересчет с гривны на евро будет составлять приблизительно 100 евро, да, то эти 100 евро они вычтут из пособия, и вы будете получать вместо 563 евро 463 евро. Да? Но если вы, например, скрыли свою пенсию, но потом это вскроется, и они пересчитают пособие и скажут, что вот сумма, на которую вы нас обманули, вы ее должны вернуть. Ну, плюс действительно штраф. Поэтому мы рекомендуем в Германии поступать честно, без всяких обманов. Дело в том, что Германия и так дает очень много денег и достаточно денег. Блогеры? Да. Откуда? Мы из Украины. Мы из Украины. И вы из А вы Украины. откуда? Извините. Извините. А, у вас рука болит, да? Вы работаете тут или на пособии? Мы как беженцы, но уже мы тут Ну, понятно, мы будем, тоже будем работать. Ну, немножко. Давно вы в Германии? Мы уже почти 4 года. А, ого, 4 года. Ничего не меняется, если честно. Для украинцев не очень хорошо, потому что берутся штрафы, не поймешь какие. За каждую мелочь начинается цепляться. Так кто вроде бы по новостях показывает, что все хорошо, но на самом деле. А где вы работаете, Да интересно? не работает же. А человек еще, на есть пособии. вообще работа? Вообще работа есть? На Украине? Нет, здесь здесь можно найти? Мини-джоб, да, джоб-центр высылает, там мини-джоб. там Какие? Какая работа? Просто мы тоже. Ну вот примерно там 3 часа работы. Ага. Кем? Разнорабочие. Разнорабочие. Тяжелые работы в основном, да? Ну, примерно, если я на Украине мог крыши менять, внутренние Да, работы да. делать, ну как у нас на Украине Да, да, работают. А тут примерно ну, как подсобник. Подсобный, да. А Я... чтобы тебе какую-то надо документ. Лицензию надо иметь, да, и образование. Снимаете квартиру тут, да? Нет, квартиру, ну вот квартиру мне дали. Социал? Да, миграционный центр. А вам квартиру дали здесь, в Ульме? Нет, в Лагинале. А, это рядом, да? Ну да, 12 Ну, километров. платят же в социал какой-то. Ну 500 с чем-то с евро на человека, 560. 563, да. 560. И большая квартира у вас там? Ну, как бы сказать, там же не одни только украинцы. А, Там и турки, и разные. А это, наверное, комнатки такие, как Ну да, на 6 общежитие, человек. да? Не, Как ну там общежитие. нормально, да, там ну, нормально. Они же смотрят еще, тут же такая ситуация, они же встречают по одежке, а проводят по уму, как бы сказать. Вот Да. такая. Если примерно там грязь, они дают грязь, они может закинуть куда-то. Ага. Такой лагерь, что там, ну, в основном очень много венгеров. да? Я... Серьезно. Вот они, я даже если честно взять, как они сюда могли заехать. А выдают себя за украинцев, да? Ну да, паспорта. вот эти все А, легальные. то есть они Это одно. Пособие получают. Им мало, нам больше украинцам проблем, чем им. то есть они говорят, мы украинцы, давайте, Да, и да? показывать паспорт. Они как-то А делают по-украински даже не паспорта. говорят, да? Нет, И нет, по-русски мы можем- нет. я вот украинский и русский умею Прикол, говорить. ну да, да, это да. языки никто не отменял, Ну это да, надо да, знать. да, А вот они, я не знаю, с ним говоришь, они, я их не понимаю. Я- Ты понимаешь? Ладно, удачи вам. Спасибо вам здесь. огромное, Спасибо да. большое. Как лайк поставлю? Как Хорошо. Да. Настоящий Настоящий момент. момент. Настоящий момент. Да, Окей, в поставлю лайк. Ютубе. Все, спасибо. Комментарии пишите. Ну и напоследок, какая перспектива у украинских пенсионеров в Германии после того, как закончится война и закончится действие 24 параграфа «Временная защита»? Нужно ли ехать домой, всех ли попросят уехать, либо есть возможность остаться? Дело в том, что физически не все пенсионеры смогут уехать из Германии. Некоторые по состоянию здоровья не смогут уехать, потому что
настолько стары, настолько больны, что дорога может быть смертельна. Если человек может это доказать медицински, предоставить справки, обследования от врачей, и врачи признают, что человеку нельзя возвращаться в Украину по этому поводу, то человека могут оставить и дать ему 25-й параграф, это гуманитарная виза, по причинам здоровья человек не транспортабельный. Если у человека, например, не осталось жилья в Украине, его там разбомбили, человек может доказать, что в случае возвращения домой он там не выживет просто, потому что ему негде жить, у него нет родственников, никто о нем не побеспокоится, то тоже можно остаться по гуманитарному параграфу, по 25-му, как человек, который не в состоянии себя в Украине обеспечить и прожить там вообще. Ну и есть еще возможность остаться по политическим соображениям. Если, например, преследования в Украине вас ждут, и вы можете это доказать, то вам могут дать, опять же, тот же самый 25-й параграф, который называется как политическое убежище. Не знаю, как это будет на практике работать, но такая возможность существует. И единственное, что нужно сделать, это позаботиться о доказательствах вашей ситуации. А я могу пиво купить. Давай. Мы попали случайно на христианский праздник хорватской общины, христианской общины. И они нас угостили. Вот я даже откусил уже. А? Угощайся. Бесплатно, да. Вкусно, да? А ты не будешь, да, Ману? Два пива каждый. Спасибо. На хороший праздник попали на Троицу, да? Сейчас мы, как обычно, по традиции возьмем за 50 центов такую вот свечечку и поставим. подожжем и поставим ее за все хорошее, да? За мир. За мир. За мир. Красиво, красиво. Тут все свечки горят. Мгм. Ну, это же была Югославия. Это часть Югославии. Так, ставим Братушки. свечечку. Кажу, Ольга Лукінічна, я вас погайдаю. А вона каже, а мені б аби зупинитись, мене гойдає без кінця. Гойдає вже. Мама в таком возрасте Я вже загойдана, вже життям загойдана. все Не время... зупиниться. В общем, мама села на кресло в парке, которое можно качать вот так.
И ты уже в том возрасте, что тебе лучше не качаться, лучше остановиться. Мама просто и так Мене остановиться. І так гойдає весь час. Гойдає весь час. Несмотря на все трудности и сложности адаптации в Германии для пенсионеров, в итоге может быть все очень хорошо, например, как с нашей мамой. Ей было очень сложно, ей и сейчас сложно, потому что она ничего не понимает, она не может выучить язык, но она как-то научилась улыбаться и даже в телефоне переводить кое-что, если с кем-то есть возможность пообщаться. Да, нету подружек, не с кем общаться. Вот это самая главная сейчас проблема. Но мы по мере возможности пытаемся ее куда-нибудь вывозить. Смотри, какого манекена они несут. Зачем, куда, непонятно. Будут, наверное, рекламу снимать. И мы ездили с ней, например, вот пару дней назад в монастырь местный, рядом с нашим городком. И попали там на хорватский праздник. Там местная католическая община хорватов праздновала Троицу, да? Ты не помнишь, что мы сюда приехали? Я не помню. Поехали домой. В этой жизни все как в кино, но никто не знает финал. И пускай сценарий говно, важно, как ты это сыграл. Ты совсем не главный герой, режиссер, конечно, не ты. Но даже в самом скучном кино есть сюжетные повороты. Это фильм со счастливым финалом. Улыбнись, твой выход на сцену. Просто проживай каждый миг сначала. Мы актеры огромной вселенной. Это фильм со счастливым финалом. Улыбнись, твой выход на сцену. Просто проживай каждый миг сначала. Мы актеры огромной